Друзья, вот такой вот AutoCast, это Picasso 2 Pro, очень крутая штука. Я сейчас в машине, вот мой руль машинки, и все очень-очень красиво. Объясню, что это такое. Многие привыкли у меня на канале видеть Android автоустройство, там CarPlay устройство, а это у нас, да, кстати, некоторые видели по типу каких-то карлинков, там не только карлинков, а еще карботиксов, которые делают фактически планшет. Здесь новый интерфейс, мощный процессор Snapdragon, 4 на 64 формула памяти, поддержка вот таких вот карточек 4G, есть у них и HDMI in, и HDMI out, что дает огромные варианты подключения различных устройств, даже магнитолу, у которых есть HDMI out, можно на него завести, плюс он является еще и беспроводным Android Auto, то есть он подключается в модель, ну, само собой, ваша машина должна поддерживать CarPlay, она подключается через провод в CarPlay вашей машины, и он дает и Android Auto беспроводной, и CarPlay беспроводной, и звоночки, и Netflix, и YouTubeчик, и там IPTV-шечку, и даже пошпилить во что-то можно. Ну, короче, с обзором на канале Технозон поехали. А теперь самое неприятное для этого обзора. Это его цена. 255 евро. Это для Европы, Азии, Австралии, Ближнего Востока, Южной Америки. И можно купить там через PayPal. Фирменный сайт я разместил в описании под видео. Да и вообще прошу вас подписаться и нажать колокольчик, потому что мы делаем очень крутые обзоры для вас. Смотрите, в чем фишка. Тут, если говорить про основные особенности, которые они написали, то это там Android 10. Для Android, iPhone, установите любые приложения, встроенный GPS. Да, он поддерживает GPS, поддерживает навигатор. 8-ядерный процессор Qualcomm 665 и выход и вход HDMI 1080p. Совместим он, совместим он только с автомобилями и мотоциклами с CarPlay проводным. Тут тоже вопрос такой, недоступно для автомобилей BMW, ну, BMW там обычно другие, у них просто цвета другие, они радужные для BMW. Не подходит для головного устройства Sony после продажного обслуживания, и там еще какая-то фигня. Но давайте посмотрим, что они из себя там картинки показывают. Это очень действительно красиво и очень интересно. А потом же посмотрим обзорчик. То есть, что из себя представляет? Классная тема, классный планшет, классный ТВ-бокс, классный мультимедийный центр. Вашу машину, которая из обыкновенного CarPlay делает, ну, просто многофункциональное устройство. Вы можете делать с ним все. То есть в нем есть интернет через карточку, в нем есть Wi-Fi-чик, в нем есть различный набор приложений, очень классные отзывы. Я ссылочку кину в описании под видео, вы можете перейти, грубо говоря, посмотреть особенности. Тех, кто хочет купить, например, из Украины, они могут купить это через NP Shopping. Вообще не вопрос, тоже ссылку кину в описании под видео, запросто можно заказать. Но из основных моментов можно выделить его очень быструю работу. Я редко когда встречаюсь с таким плавным интерфейсом. Устройство у меня там есть CarLink 5, который вообще ни хера не работает. Здесь по беспроводу работает неплохо Android Auto, мне очень понравилось. И есть большой плюс то, что он коннектится по звуковому протоколу по Bluetooth AAC, а это более лучший звук, чем SBC. Это, то есть, грубо говоря, если у меня просто к головному устройству машины коннектится через SBC, то там качество Bluetooth самое низкое, да, то AAC это уже более-менее такой базовый HD звук, который оно передает. Но и есть недостаток, я вам объясню, несмотря на то, что сюда можно зафигачить карточку 4G, к сожалению, звонить с него через 4G нельзя. Но это не значит, что нельзя звонить. Он все равно коннектится к вашему смартфону, и вы через интерфейс этого устройства совершаете звонки либо через Android Auto, либо через CarPlay, либо через интерфейс, через управление самого устройства. Очень классная тема. Поехали обозревать и, конечно же, ждем выводы. Ну что, вот так вот у нас выглядит наш интерфейс. О чем можно говорить? О том, что это абсолютно новое, не то, что я видел ранее. Смотрите, у нас хороший интерфейс, он очень плавный, быстрый. Все это благодаря тому, что здесь стоит Qualcomm 665 и Snapdragon. Ой, господи, вот он. Вот, смотрите, заходим в систему. Это QSM 6125 платформа, 4 на 64. Если мы посмотрим процессор, то это 4 ядра, вернее 8-ядерный, но 4 ядра у нас по 1,8 ГГц, 4 ядра по 2 ГГц, 64-битная система. Это 665, не 680. За отображение у нас отвечает Mali G610. Ой, Mali, господи, Adreno 610, какой Mali. Ну, тут больше нам нечего смотреть, только можем посмотреть Android, здесь 10
Android самый простой. Навигацию можно включить в настройках вот такую вот у нас с помощью вот такого вот плавающего окошка, где мы можем посмотреть там последние запущенные, их позакрывать, поудалять, и в принципе очень-очень классно. Я там, смотрите, сколько всего смотрел, там и мультиплей, и музыки, и все остальное. То есть это удобно. Есть у нас HDMI in, объясню. Дело в том, что данная коробка оснащена не только, допустим, стандартными выходами Type-A для зарядки, там разъемом для microSD карт, вернее для microSIM карты, и есть у нас еще HDMI in и HDMI out. HDMI out, само собой, подключение внешнего монитора дополнительного, а HDMI in для подключения еще входящего видеоизображения, ну, обычно для совместимости с какими-то, там, допустим, видеоплеерами есть такие, то есть это очень удобно. Есть, кстати, на магнитолы простые с HDMI out для внешних мониторов, но без поддержки Android. И сюда можно это принимать, и здесь вы можете выбрать, какой формат этого всего действия получать. Дальше по настроечкам. Смотрите, у нас есть такое главное меню, где у нас управление музыкой, есть, можно додать контакты, вот у нас есть погода и есть, допустим, доступ к навигации. Просто вы можете задать любое приложение, которое вам нравится. На текущий момент я пользуюсь Waze, с GPS проблем я не нашел, GPS работает отлично. У нас есть еще настроечки. В настроечках все абсолютно стандартно, есть поддержка Wi-Fi, есть поддержка 4G, тут как бы я заострять внимание не буду. Хочу заострить внимание на перечне приложений. Здесь полноценный Google Play Store вот такого вот формата. То есть это полноценный такой себе планшетик. Можем выйти домой. Есть у нас изначально было установлено Waze. И есть у нас в этой фишке, главное, что в этой фишке у нас есть, давайте выйдем в главное меню, это беспроводной CarPlay и беспроводной Android Auto. То есть вот такой вот мультиплей, который можно подсоединить через Bluetooth, ну, по беспроводу. То есть здесь это вот очень классное отличие от проводных систем. Дальше. Если говорить о мультимедийности данной штуки, то, конечно же, такие вещи, как YouTube, там Netflix какой-никакой мобильный, он будет проигрывать очень даже неплохо. Ну, давайте найдем какой-нибудь мой ролик, например, «Дикую реку», и он будет его тащить очень даже просто. Смотрите, вот даже звук здесь все проигрывает, все красивенько. Ой, это надо закрыть. Я сейчас тягаю качество, сейчас выберем что-нибудь получше. Ой-ой-ой, это громко. Давайте выберем 1080p. Очень хорошо, что он конкретно коннектится, вот эта штука коннектится по проводу, и поэтому работает без задержек, если смотреть здесь видео и музыку. А вот по Android Auto там он, конечно, коннектится. Видите, есть окно в окне, тоже нормальная тема. Смотрите, давайте еще по мультимедиечке попробуем с вами Netflix. Просто включаем первый попавшийся фильм. И тоже можем его смотреть, включив, конечно же, звук, там все будет работать. Ласує моєю плоттю. Вот, не, надо остановить, мы, конечно же, не распространяем, не нарушаем ничьи права. Также здесь можно совершать звонки, но здесь у нас какой момент? Позвонить просто так мы не можем с карточки, которая сюда вставлена. Она у нас дата-карт. Для того, чтобы позвонить, вам в любом случае нужно соединяться с вашим смартфоном через AutoDP, по сути, через звонки, которые есть. И вот у меня здесь есть, смотрите. То есть, если я зайду, то здесь есть как подключиться, как соединяться и все. Звонков как таковых мы не видим. То есть позвонить мы так просто-напросто не можем. Для этого нам в любом случае нужен телефон, хотя у нас здесь есть меню сим-карты. И как бы вот в чем вопрос? В том, что вот в этом есть неудобство. Я, по крайней мере, позвонить не могу, телефона как такового у меня нет. Есть MX Player, AutoDP, ну я, в принципе, так и не пользуюсь. Но дело в том, что я могу соединить свой смартфон через, допустим, смотрите, через мультиплей. Классная тема. Он сейчас подключится у меня по беспроводу, то есть это будет беспроводной CarPlay. Ну, в моем случае это Android Auto. И вуаля, у меня включился Android Auto, классический беспроводной Android Auto, то есть мой смартфон. И вот здесь вот я уже могу там оперировать, допустим, музыку слушать, допустим, там, что там делать, я не знаю, позвонить. Ну, давайте я для теста позвоню там своей жене. Вот у нас набор пошел, отключение идет через
Подключение идет через Bluetooth Connect. Так, ты меня слышишь? Хорошо слышишь? Ага, все, супер. Ну, отлично, я тебя тоже хорошо слышу. Давай тогда. То есть мы здесь в таком варианте проверяем с вами работу того, как оно у нас работает. Работу наших с вами возможностей. Здесь, кстати, видите, как прикольно. Можно делать именно навигацию и через Google, а можно, допустим, там выйти и, смотрите, дома, и я здесь могу там еще работать с Waze. То есть у нас там это действительно очень классная тема. Действительно очень-очень классная тема. Кроме того, что у нас беспроводной интерфейс есть беспроводного Android Auto, в котором я могу включить музыку. Также я могу управлять музыкой прямо со своего смартфона. Смотрите, то есть давайте я выберу свою песню, там, чтобы не было там претензий правообладателей. То есть проигрывается это у меня сейчас через Android Auto. То есть я запускаю на смартфоне, вот, пожалуйста, открываю, проигрывается мой ролик. Притом я могу, смотрите, у нас есть управление громкостью, которая работает, подхватывается. Можно включить следующую, можно вернуть. То есть все это прекрасно работает, сообщения читаются, все супер. Смотрите, я могу выйти теперь на домашний экран, но при этом все равно я буду слушать из Android Auto. Это о другой музыке идет речь. То есть здесь вы можете дальше оперировать, работать, и параллельно у вас будет работать Android Auto. Достаточно мощный процессор, это очень классно. К тому же мы можем с вами, я не знаю, даже там посмотреть какой-нибудь IPTV. У меня установлен Свит ТВ, он, в принципе, работает. И работает, конечно же, там какие-нибудь игрушки незатейливые. То есть вы можете в дороге что делать? Осуществлять навигацию, слушать музыку, развлекать вашего ребенка. То есть абсолютно классная штука, при этом одна из самых быстрых, которую я видел. То есть она достаточно мощная. 665-й снап. Это очень-очень прикольно. Ой, надо в настройках. А ну, подожди. Опа, чамба. Я не туда поехал, вытащите меня отсюда. Ну давай вернемся на дорожку. Поехали. О, пожалуйста, мы можем тут спокойненько с вами развлекаться. Блин, прикол, смотрите какой. Тыры-ты-ты-тым-тым-тым. Полетели. Работает. Тоже все отлично. При этом у нас здесь есть средства очистки запущенных приложений, кэша и тому подобного. То есть мы просто запускаем Clear Cache, он все, процессы очищены. Есть, конечно, очень огромное количество каких-то моментов, каких-то различных приложений и тому подобного, но обозревать их всех отдельно я не вижу смысла. Достаточно того, что я вам показал вот такой вот прикольный незатейливый интерфейс, показал, как выглядит вот эта штука. То есть стандартный, такой себе прикольный проводное устройство, которое делает и беспроводной CarPlay, вернее, беспроводной Android Auto, и беспроводной CarPlay, да еще и планшет Android сюда встраивает, достаточно производительный, на котором можно поиграть, побраузить. Да, побраузить можно, здесь есть полноценный Chrome, если вам, допустим, в дороге где-то что-то нужно, вы можете это сделать, у которого есть сим-карта с 4G, у которого есть Wi-Fi для подключения, есть Netflix и тому подобные плюшки, плюс музыкальные сервисы по типу Spotify. А в качестве выводов рекомендую. Тема классная, вкусная и красивая. И еще и многофункциональная. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.